Привет! Сегодня мы идем в супермаркет, и вы не представляете себе, что там происходит сейчас, потому что мы вступили в пасхальную неделю. И я уверена, что будет что-то, что вас непременно удивит. Но сначала давайте я напомню вам, что такое Песах. Название праздника Песах образовано от ивритского слова «пасах», что означает «прошел мимо». А прошло мимо наказание. Во время 10-й казни египетской Всевышний, наказывая египтян, обошел стороной еврейские дома. Кстати, о казнях египетских у меня есть отдельное видео, советую посмотреть. Так вот, после 10-й казни до египтян дошло наконец, что все неспроста, и евреев нужно отпустить, что они и сделали. И это мы называем освобождением евреев из египетского рабства. Это событие и отмечается в праздник Песах. Итак, мы прибыли в Суперсаль. Шуферсаль – это огромная сеть магазинов, филиалы которой есть в любом городе. И в Хайфе, и в Иерусалиме, и в Эйлате. Мы зашли в супермаркет и сразу стали замечать странные и необычные вещи. Почему целые секции в магазине закрыты пленкой? В Библии, в книге Исход говорится: «И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкую вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного хлеба». Итак, в период праздника Песах есть ограничения в питании. Нельзя есть 5 злаков в ферментированном виде. Это пшеница, рожь, овес, гречиха и ячмень. В неферментированном виде эти злаки есть можно. Таким образом, мы не увидим в продаже хлеб, пирожные, макароны и так далее. Эти продукты в магазинах закрывают пленкой. Но что будет, если кто-то все-таки решит обойти запрет и возьмет что-то с запрещенных полок? А произойдет то, что купить этот продукт невозможно. На кассе он не пройдет, потому что штрих-коды таких продуктов дезактивированы. Таким образом, действует двойной кашрут. В продаже не просто кошерные товары, а продукты, которые кошерные на Песах. На них так и пишут: «Кашер ле Песах». Символом Песаха или еврейской Пасхи является маца – пресная лепешка. И здесь мы видим большое разнообразие этого продукта. Мы пришли в отдел спиртных напитков. Израиль – одна из немногих стран на Ближнем Востоке, где разрешены продажи и употребление алкогольных напитков. И тут вы можете возразить: вино – это ферментированный продукт. Но я вам напомню, есть 5 запрещенных злаков – пшеница, рожь, овес, гречиха и ячмень. Виноград в этот список не входит. Именно поэтому мы не увидим в продаже пива и виски. Супермаркет, в котором мы сейчас находимся, является кошерным. Но не все супермаркеты в Израиле кошерные. Например, если вы хотите купить свинину или морепродукты, есть такие магазины, как, например, Тифтам, в которых эти продукты купить можно. Кстати, как и хлеб в пасхальную неделю. Так, что еще хотела я вам показать? Силан – это финиковый мед. Его можно добавлять в любые блюда. Я люблю добавлять его в мясо. Израиль считается основным производителем силана в мире.
Еще один популярный продукт в Израиле – оливковое масло. Мы приближаемся к фруктово-овощной зоне. Посмотрите, какое разнообразие помидоров черри, или как мы их называем в Израиле – шерри. А знаете ли вы, что помидоры шерри начали активно культивировать в Израиле и Европе после того, как в 1973 году израильские ученые Хаим Рабинович и Нахум Кейдар из института Вайцмана в Реховоте вывели один из сортов томатов шерри. Так что помидорки шерри – это чистое израильское изобретение. В Европе такого разнообразия видов не увидишь. Итак, совершив покупки, мы идем на кассу. Есть традиционные кассы, а есть зона самообслуживания, где мы и будем платить. Мы сами сканируем каждый продукт и оплачиваем. Все основано на доверии. Распечатываем чек и идем с ним на выход. Где прикладываем его вот к такому считывателю штрих-кода и выходим. Друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор. Если да, то не забудьте подписаться на канал, чтобы узнать больше об Израиле. Всем пока! Увидимся через неделю.